привет, друзья! Большая Камбоджа на связи. Мы сегодня едем в глухую провинцию. Знаете, с кем? Это наши соседи. Рен, Хой, Эпи. Так, мы остановились позавтракать. Время у нас 8:08. Кстати, остановились в таком придорожном заведении. Можно посмотреть, что тут готовят. Стандартные хмерские завтраки. Такое заведение прямо у дороги. Туда, кстати, направление на Вьетнам. До Вьетнама здесь километров 50. Чтобы вы понимали, как видите, завтраки, они везде здесь стандартные. Тут либо есть суп с лапшой, как вот ребята едят, либо вот такой рис с курицей, с уткой, либо с какими-то там кишочками. И вот всегда такой супец еще дается. Нормально вкусно. Тут вот салат не острый. Но остроту можно отдельно добавлять. Вот этот соус, про который скоро я сниму видео. Вот такая вот у них еще лапша. Тоже с фрикадельками. Примерно все одинаково. Обратите внимание, сахар подсыпают. Съехали с трассы. Вот, на такую уже проселочную. Или даже не знаю, как ее назвать. Не проселочная, какая-то такая небольшая дорога. Так, оказывается, у нас предстоит паромная переправа. Давно я на паромных переправах тут не ездил. О, я не думал, что мы на пароме пойдем. Смотрите, тут такая паромная переправа. Прям подъехали и сразу помчали. Смотрите, вот там деревня какая-то. Прям на реке. Люди живут прям там. Да, друзья, это река Меконг. Народ отдыхает. Hello, hello. Hello. So today. Hello, hello. I'm fine. How are you? Where did you go? We go to province with my friend. Oh, Make video to province, to YouTube. Can you drive? Да, it's okay. No, no. Better not drive. Better not drive. Your wife? Yes, inside my wife. Your wife? Look me. Thank you.
Но больше всего интересно вот эта деревня на воде. Я как-нибудь в такую деревню по-любому попаду. Мне ребята сказали, что это вьетнамская деревня на воде. Очень интересное, колоритное место. И все-таки в один из дней я обещаю, что я попаду в подобную деревню и сделаю оттуда интересный репортаж. Интересная все-таки Камбоджа такая. Но Меконг здесь широкий. Меконг, наверное, километр точно. Может быть даже больше, может быть 1,5 где-то вот здесь такая ширина. Паромы ходят часто. Как только загрузился, сразу пошел. Вот один паром. Мы, это второй, и вот там стоит третий. Такие маленькие мосты через реку. Так, что делаете? Ну-ка давай, расходись. Расходитесь. Расходитесь немедленно. Так, мы едем прям уже долго. И дорога вот такая вот вся. Быстро ехать по ней не можем, потому что все прыгает. Так, а вот сейчас остановились купить тут какую-то кукурузу. Прям конкретный вилледж. Такая конкретная прям провинция, глухая прям. Это глухая. Во как! Вот так, ребята. Печь из глины. Я скажу так, тут и воздух чувствуется, что такой чистый. Дорога, конечно, очень не очень. Бананчик. Цветок банана, кстати. Вот он, смотрите, какой.
практически приехали, не прошло и полчаса. Ну как кукуруза? Вкусная? Очень вкусно. Кукуруза. Она, смотрите, какого-то ж такого светлого-светлого цвета. Ну-ка покажи вот так, покажи. Видите, какая кукуруза, светлая такая. Ну, отличается от нашей. Ценгим все. А. Так, прибыли мы. Это сестра Рена. У него короткое имя Рен. Чтобы узнали. Вот, слушайте, тут так живописно у них. На дерево прям здесь растет. Вот получается, смотрите, какие дома. Дом чисто из дерева. Сделан. Поднимаемся наверх. Снимаем обувь, посмотрим, как живут. Она, наверное, застеснялась. Вот. Вот такой дом. А, подай. Это муж. Семейные фотографии. Такой пол очень продуваемый, видать, поэтому очень даже не жарко. Так. Вот это комната. О, это very good. Фло. Смотрите, какой пол здесь, значит. Вот такой дом, смотрите, такая крыша здесь. Крыша, кстати, с черепицей. Поэтому, когда идет дождь, нет огромного стука от капель. Так. А здесь что у них дальше? Kitchen. Здесь кухня. Готовится все. Рыба приготовлена. И здесь такой выход на задний двор. Так, осторожно, главное не упасть, не свалиться. А water have, right? Water. Так. Да, вода есть, получается. Нагревается вода. Туалет. Я так и не понял, где она спит. Ну, наверное, вот на тех вот штуках. Нет кровати. Друзья, а это станок для изготовления шелковой нити. Он ручной. И вся деревня занимается этим бизнесом. Она покупает нитку
и потом эту нитку просто увеличивает в толщине и делает, кстати, нитки разных цветов. Дальше вы увидите, я буду показывать об этом и рассказывать об этом более подробно. Вот он показал. Короче, здесь и спать. Вот и все, ребят, вот такое скромное жилище. Так, а это, наверное, для туалета кольца привезли, который делают сейчас на заднем дворе. Насос закачивает воду на поля. Река тут. Ну что, самое главное здесь, что электричество есть. Вот видите, стоит даже какой-то трансформатор. Вода есть. Тихо, спокойно. Ну, немножко, конечно, напрягает вот этот вот мотор, который качает. О, вон там паром, ребят. Видно или нет? Переправа на лодке, переправляют мотики. Так вот она занимается, получается, вот этой нитью. Она делает нить. Говорит, очень сложно делать все. Вот эти нити. Она сказала, что это достаточно сложный труд. И в месяц примерно у нее получается заработать на нити в районе $80. Когда муж еще был живой, они еще занимались рисом. Но сейчас рисом она одна заниматься не может. Потому что она сейчас живет с одним сыном, подростком, 14 лет, а остальные ее дети сейчас живут в Пномпене. Мы спросили, хватает ли ей на жизнь, она сказала, ну, в общем-то, хватает. Сколько стоит завтрак? Завтрак стоит 15 центов. One day she pay money about 7,000 riel or $2. One day from her life. Да, from eat from breakfast from dinner. $2 в день. Она кушает. Так она их еще сын. 2 человека. Okay, да. On food, from dinner, from lunch. На все про все в день $2. Вот так вот, да. Это сахарный тростник. Его просто жуешь вот так. Жуешь. Когда жидкости уже не остается, вот эту штуку ты сюда выбрасываешь. 5,000. Ой, 500. From 1,500, so cheap. Not pay about 2,000. Получает 10 центов. 10 центов стоит один такой пакетик. Здесь. Что такое? Что такое он принес? I give you water. А, счет за воду? Да, water. How much? Oh, 7,000.
800 riel. 1 month. 1 month em mà khai ở pi khai. 1 month này là. $2 за воду платить. О, здесь так, mình так ру. Люди здесь, основная их работа выращивать рис, и вот эту нить они делают цветную, работают над этим. Это вот их основная здесь работа. Я вот спросил, чем они здесь занимаются в основном. Так, это сестра. Самгимсу. Бонсрей. О, he fishing. Aun, baby, what does mean aun? Careful with your hand. Okay. It's a sister, да? Да, sister. One more sister. Это вот еще одна его сестра получается. Это сестра Рена. Так, это тут такой дом у нас получается, он практически напротив. О, а что здесь такое? Здесь у них какой-то причал и река. Это прям рядом. Дети. Вот такой дом. Просто вентилятор. Внутри. Вот и все удобства. Вот такая деревенская жизнь тут, ребята. Это вам нет кофемании рядом. Или еще чего-либо. Контраст, конечно, колоссальный. В столице недвижимость огромных денег стоит. Земля огромных денег стоит. А здесь вот все немножко по-другому. Буквально в 2 часах, в 3 часах езды. Хотя вот дом дому рознь. Вот стоит уже такой здесь добротный дом. А какие-то дома, как видите, такие. Очень простые. А вот смотрите, также перегорожено шатрами. Здесь будет свадьба. Или уже проходит. Так, мы приехали в местную пагоду. Здесь нас встречает кошка. Привет. Как дела? Понял. Ну все, ладно, мы пошли. Старое такое дерево прям. Даже интересно. Что тут такое? Здесь монах сидит. Пол, ребята, пол, смотрите какой.
Как они делают подношения религиозные. anh chẳng đã xong từ cái sọt ở nhiệt cả từng lai trong song sa gọn này chụp nó sẽ sập để chấm ran hai bây giờ về và sẽ về cái rồi thì sang khá rồi theo bây giờ rồi thì niệm rupa rồi thì salai là rồi thì phasa rồi thôi Погода может прийти каждый и здесь жить. Ну, надо работать будет, конечно, набирать. Ну, так же, как и во всех монастырях. Здесь можно сказать, что при каждой пагоде есть своеобразный монастырь. Каждый может стать монахом. И иностранец в том числе, кстати. lỗ à đấy Так, вот еще какое-то место, они приехали сюда помолиться. Классное дерево. Из него можно делать качелю. Качеля. Качеля, классная качелька. Это водоем. Вот возле вот этого места священного. Так. Я уже вижу рыбьи хвосты. Ага, вот оно, ого! Нормально. Вот это рай, вот это рыба. Ну, конечно, они тут кайфуют. Живут тут на питании на таком огромные. Я знаю, что вот эта рыба, которая продается, вот она такая же рыба на рынках, вкусна. Конкретно вкусна. Ох ты! Так, а вот мы остановились рядом с пагодой, где мы были. Смотрите, это печь, где сжигают всех. Вот. Пагода вот здесь, и вот здесь печь. Здесь происходит кремация. И все, потом отдается прах, и частицу праха люди хранят у себя дома. Вот такое сооружение. Но кто-то, кстати, кремацию делает и дома. Если позволяет территория, можно дома кремацию сделать. Вот так. Любят они эти ракушки. Сегодня попробую их опять. Я все никак не могу их вкус распробовать. Немножко как-то то ли вот я подбрезговываю их есть. Ракушки с перцем и с солью. Это на солнце они эти ракушки готовят. Так они, maybe чуть-чуть but smell it from sun. Да? No? Такая вот особенность еще у них местной еды. А, вот. Так. Сангимсу?
И вот вы видите сейчас, как происходит работа этого ручного станка, как происходит уплотнение шелковой нити. Значит, они покупают вот то, что гусеница дает, уже вот такую, да? Видите, она какая здесь тонкая? Просто тоненькая-тоненькая. Это дает гусеница. И потом они из нее уже делают просто здесь нитку вручную. Делают нитку вручную. Вот в чем их заключается труд. А who make color? They make color? Yeah, she make color. Да, и они могут еще делать здесь цвет, соответственно. From red sweat, white color. Вообще, как бы натуральный цвет, он белый. А вот они, получается, сейчас вот она уже сделала, она уже может сделать тоже черный. Так, это дом напротив. Это дом напротив. И что здесь? И потом у них, смотрите, стоит уже ткацкий станок. Вот оно как все. Вот оно как все. They make, after give to them and they make together. Make any color, pa. Смотрите, вот он ткацкий станок. Вот это круто, слушайте. Я опять ехал, я не знал, что я такой тут увижу. Такие народные промыслы, ребята. Нам с вами повезет, смотрите, везет. То на рыбаков нарвемся, то еще что-нибудь. И стоит ткацкий станок. Такой ручной ткацкий станок. Вот такие дома. Такая деревня. Так что деревня деревни рознь. Так, мы приехали, и вот я хочу все-таки попробовать. Вот, как нужно кушать? Вскрывать? Сама по себе она получается сверху соленая, перченая перцем, а внутри такая на солнце сваренная. Ну тут на солнце свариться можно на самом деле, потому что здесь как бы такая погодка жаркая. Так, вот у нас такой тут обед в деревне, значит. Имбирь. Вот это курица приготовленная, вот это рыба местная, рыба, рис и соусы. Вот такой у нас обед. Я у них спросил, есть тут змеи, говорит, змей мало, но сегодня корова увидела змею и там что-то начала прыгать. Коровы боятся змей, вот та женщина рассказывает. Мангусты здесь, короче, таскают кур, вот они на них жалуются. Сейчас я еще пойду посмотрю огород, что у них там на огороде растет. Я поэтому и спрашивал, есть змеи или нет, чтобы ни на что не наступить. Она говорит, вот эти мангусты, говорит, очень вкусные, которые курей таскают. $15 килограмм. Не пропадает ничего здесь. Ты хочешь тоже? Она сказала вкусно? Да. По-русски уж тогда говори. Очень вкусно. Идем смотреть владение. Туалет строится такой. Бананы.
А, ну, ребят, наши пальмы, как всегда. О, ну вот это бамбук, нифига себе, как он здоровый. Вот это бамбучище. Вот это огромный бамбук. О, какие-то птицы что ли там сидят. Прям интересно. Куры. Ага, огурцы. Все правильно, вот они, огурчики, у них тут немножко огурцов. Ну понятно, огурцы. Кукумбер. Слушайте, какие здоровые бамбуковые заросли. Ну, бамбук, он везде используется. Смотрите, тут просто огромное количество бамбука. Так. Огурцы. А там вот болото, озера, вон там лотос. Вот такой у нее участок. О, она говорит, пойдем посмотрим туда, пошли. Ага. А, ну вот улитки, да, вот они вот этих улиток здесь тоже собирают и едят. Ага. Если бы не тарахтелки вот эти, которые воду качают, вообще была бы тут такая идиллия. Так, а это лотос. Лотос употребляется и вот это в пищу, и вот это. Накосили сено и везут. Вот мне дали лотоса тоже, чтобы его понямать. Кушать по-майски это ням. Ням. Здесь такие ощущения, что вот я какие испытывал в детстве, когда находился там в деревне в Алтайском крае, Каменский район, село Столбово. Вот один в один такие же ощущения. Ну такой релакс. Просто релакс. У меня хоть и самочувствие такое не очень. Я то ли простыл от кондера. Кстати, от кондеров можно простыть свободно. Ну блин, ну такой релакс вообще, ну супер, ребята. Просто класс. Да, и вот это вот шар. Вы знаете, какой шар, там вот какая в нем жизнь, там по-любому кто-то вот живет, там кто-то есть. Сейчас хочу спросить, бамбук, вот это бамбучище. Вот видите, какой он толстый, вот он, вот нога у меня, вот он такой толстый. Шар, вот как-то, что там внутри? Страшное дело. А так, конечно, потрясающий релакс. Чтобы вы понимали, вот почему на сваях на таких стоят дома. Когда сезон дождей мощный, тут вода может подниматься, соответственно, дорогу всю скрывать. И вот почему она выращивает огурцы сейчас, в это время. Потому что сейчас как бы сухой сезон, и там воды нет. Вот сейчас вот нет воды, а в дожди, говорит, там вообще все затопляет, и все, и ничего нет.
Еще десертиком решили накормить. Это рис, да? Рис. Sticky rice. It's sticky rice. Ну, вот рис такой вот с кокосовой стружкой. Не сильно сладкий, потому что, видать, без добавления сахара. Но вкусный. Ну все, нам домой ехать еще 2 часа. Надеюсь, было интересно. Мне самому было очень интересно. Надеюсь, я смонтирую и сделаю тоже интересно. Поэтому оцените труд, поставьте лайк. Кто не подписан, подписка. Всем удачи. Скоро новые видео будут более интересные, более качественные. Работаем над этим, тренируемся и учимся. Да? Да? Да. Вот так. Với cái máy hao sắp vào lỗi không còn năm gì bọt lại vẫn nó bây giờ Такси ạ? А, если с такси, да? Да, такси. Ну, такси-бас. From 10,000. How much? 10,000 riel. Сколько? $2,5 до Пномпеня, да? Но тут ехать на самом деле 2 часа, 2 часа точно с половиной. Дорога просто труба. Ого. Вот это джекфрут принесли. Mua chai áo phun. Cái màn lôi đá. Màn cả ló. Ồ, tung lên đá. Cái lông đi cuốn. mà lại một con đúng đúng nào Все. châm riệp lia Bye-bye. Чонгепри. Чонгепри. châm riệp lia Чомлетлие. Чомлетлие. yes châm riệp lia Чомлетлие. Хорошо в деревне. Спокойно. Классно. Только тут один минус — это пылище вот это. Все, мы поехали. Вот так вот, когда свадьба, дорога именно перегораживает, чтобы у вас было представление. А тут что-то уже никого нету.